Приветствую вас, друзья! Наверное, в контексте видео, которое я сегодня хочу вам представить, записи, ну и, так сказать, разбора нескольких гороскопов, мое приветствие будет, быть может, очень даже символично. Ведь сегодня речь пойдет об одном из самых известных сериалов 90-х и начала 2000-х. Это сериал «Друзья». Недавно относительно в сети появилась информация о том, что снова состоится сбор старых героев. Они соберутся на старой съемочной площадке, где будут приглашать разных знаменитостей, беседовать с ними, предаваться воспоминаниям о съемках этого сериала в формате полуинтервью, полувыступления, без сценария шоу, которое снова должно соединить вместе, сплотить всех поклонников, как и этого сериала, этого шоу, так, в общем-то, и телезрителей. Ну, в данном случае уже, конечно, не совсем телезрителей, в данном случае тех, кто будет следить за стримом. Потому что вот на англоязычном сайте вышла вот такая вот информация с небольшими тизерами, с списком тех, кто будет приглашен, где, собственно, и написано, что 27 мая будет стрим, указано где, ну и вот, в общем-то, вот они, главные герои. Немножко, чуть-чуть постаревшие, но все те же друзья. Итак, конечно же, это было освещено и незамедлительно практически и в нашей русскоязычной ленте новостей. Здесь, в принципе, примерно все то же самое. И в данной связи, что мне интересно было. Когда мы разбираем с вами гороскопы людей, то, в принципе, для нас эта штука достаточно привычная. Мы понимаем, что за что отвечает, где мы про самого этого человека, про его самовыражение, самореализацию, где его, опять же, слава, популярность, где его доход и так далее. Ну и так далее. Когда дело касается каких-то проектов, в частности, например, вроде вот таких, то здесь уже все обстоит несколько иначе. И, конечно же, крайне желательно изучать предметно то, как развивался сериал, если речь идет о сериале, какие происходили изменения, и отслеживать эти изменения в гороскопе самого сериала. Только тогда можно понимать, какой дом, допустим, отвечает за, или планета, да, отвечает за актеров, какой за аудиторию, ну и так далее. Сделать это, конечно, не всегда просто, но периодически мы будем с вами пытаться, потому что это довольно интересно. Хотя сегодня, если честно, я углубляться в это не планировал. Я хочу продемонстрировать вам лишь несколько моментов, которые, на мой взгляд, являются достаточно примечательными в плане популярности этого сериала, его открытия, ну и, естественно, самореализации в рамках этого, опять же, сериала некоторых актеров известных. Ну что ж, как всегда мы пользуемся Астродатабанком. У нас есть возможность по информации с Астродатабанка построить гороскоп, натальную карту. У нас есть точное
время запуска шоу, список актеров, и надо сказать, у многих из них индекс достоверности данных 2А, а это немаловажно. И у нас есть дата завершения финального эпизода. В принципе, могу сказать, что я натальную карту сериала уже построил, и давайте, в общем-то, мы посмотрим, что у нас по итогу получилось. А получилось у нас следующее. Ну, во-первых, если мы будем смотреть на этот гороскоп, не зная о том, что это гороскоп сериала, то мы увидим те комбинации, которые сами по себе достаточно говорящие, достаточно иллюстративны, интересны. А именно, обратите внимание, пожалуйста, на то, что в гороскопе сериала, который называется «Друзья», 11-й дом, который, в общем-то, связан с группами, коллективами, объединениями людей. Там управитель, во-первых, Водолей и, соответственно, планета Уран, что весьма символично в данном случае. И при этом Уран находится на МЦ. То есть точка популярности, точка самореализации, славы. Друзья, которые в славе, в популярности. Для сериала, который носит одноименное название, это символизм настолько исчерпывающий, что в принципе сам по себе этот гороскоп, он уже достаточно интересен, и пройти мимо него сложно, и ты понимаешь, как специалист, что да, действительно, эта карта рабочая, ее можно рассматривать. Более того, если мы говорим про съемки и специфику самой постановки, да, это ситком, и мы помним о том, что студия там довольно-таки небольшая, снимается все на одних и тех же локациях практически, и есть определенный элемент изоляции, есть некоторая камерность этого шоу, да, и опять же у нас есть к этому тоже астрологическая отсылка, принцип изоляции прослеживается и здесь. Это Нептун, обратите внимание, он находится также на МЦ рядом, очень-очень близко, в соединении практически с тем же самым Ураном, который и есть друзья, и он управляет 12-м домом. Можно, конечно, естественно сказать, что это про то, что это кинематография, да, это иллюзия, однозначно, это иллюзия дружбы, тоже в том числе, ведь это актеры, и это шоу, но тем не менее, очень-очень, в общем-то, показательно. И это, кстати, еще не все. Обратите внимание также на то, что первый управитель 10 и управитель 9 Сатурн, он находится в 11 доме. То есть слава, популярность сериала, она где? В друзьях, в группах, в объединении, в каком-то таком обществе, да, сообществе, комьюнити. Вот, это, конечно же, очень и очень интересно. Это то, что приносит славу этому проекту. Любопытно, что если мы говорим про, допустим, управитель первого дома, да, то есть фактически то, что владеет самим как бы гороскопом, то есть хозяин гороскопа, то есть это сам сериал, не слава этого сериала, а сам по себе сериал. Венера находится
на Куспиде седьмого дома, точно на Куспиде седьмого дома в Скорпионе. То есть здесь она находится в изгнании, в Скорпионе. Что конкретно значит это положение в такой ситуации? Если честно, можно только предположить, что быть может, это говорит о том, что акцент данного сериала, то есть насколько он, в чем он себя раскрывает, на что ориентировано его самопозиционирование, самовыражение, да, его манифестация. Это отношения. В первую очередь, это, конечно же, отношения. То есть, если мы видим, что у человека, управитель первого находится на Куспиде седьмого дома, мы понимаем, что этот человек максимально полно раскрывает себя как индивидуальность, как личность, как взаимодействующая с социумом и в событийном ряде в первую очередь, как человек, который очень плотно взаимодействует с другими людьми. Вот такой вот у нас получается интерес в этом всем. И это еще не все. Если мы говорим про партнерскую тематику, да, насколько вы помните, в сериале было достаточно много приглашенных звезд, особенно ближе к его завершению. И принцип того, что как бы этот сериал, своего рода принимал у себя разных других людей, он тоже здесь имеет место быть, он тоже здесь активен. Но, правда, опять же, те, кто хорошо знают этот сериал, помнят о том, что когда в сериале стало появляться огромное количество знаменитостей, самых разных, внимание к этому сериалу, оно стало постепенно снижаться, и было немало критики относительно того, что на фоне приглашенных знаменитостей, собственно, это все очень сильно отвлекает главного зрителя, да, от, так скажем, того, что происходит непосредственно по самой сюжетной линии. Хотя, опять же, это, наверное, во многом это субъективно. Тем не менее, этот принцип, он прослеживается в гороскопе. Тоже вы можете увидеть. У нас здесь есть Марс, который, во-первых, сам по себе находится в Раке в четвертом доме, то есть буквально партнер на территории. И опять же, если мы говорим, что из себя представляет этот сериал, да, сложно же представить, что у этого сериала есть, ведь это продукт интеллектуальный. Но тем не менее у него есть какая-то его как бы атмосфера, да, у него есть пространство, в которое что-то может прийти. Есть некая территория, которая ему подконтрольна. Пусть она даже иллюзорна, тем не менее она есть. И здесь принцип, который мы видим, это управитель седьмого, находящийся на Куспиде четвертого в Раке. И это очень символично, что Марс в Раке, он находится в падении. Но тем не менее, то, что, в общем-то, было действительно много людей, много приглашенных разных людей, это опять же в целом как общую идею принципа седьмого дома. Здесь мы видим, во-первых, Плутон, управитель седьмого дома в седьмом доме. Ну и во-вторых, Юпитер, Венера, здесь тоже эти связи имеют место быть. В принципе, если говорить вот про именно основные какие-то ключевые такие штуки, пожалуй, наверное, это все. Дополнительно хотелось бы показать и прогностику по сериалу. Она тоже весьма и весьма интересна. Давайте посмотрим прогностику на момент последней серии. Если мы будем смотреть транзиты
то в принципе сказать, что здесь мы увидим какие-то очень яркие вещи, сложно. Нет, конечно, действительно, если очень сильно и очень внимательно присматриваться, то всегда можно что-то найти, это безусловно. Но относительно проекта, который прожил, в принципе, немало лет, по большому счету, это было 10 лет, здесь у нас есть возможность рассмотреть метод дирекции. И дабы сократить немножко время, я сразу перейду к нему. И включу аспектацию по домам угловым. И вот тут обратите внимание, какая интересная штука получается, когда мы видим дирекцию на время последнего эпизода. Во-первых, в каком-то смысле это можно назвать смертью, окончанием жизни того, что, о чем идет речь, о ком идет речь. То есть в данном случае о сериале, да. И на что мы обычно смотрим в таких случаях? Ну, конечно же, на «Восьмой дом» и на его сигнификаторы. Здесь мы ничего сверхъестественного и нового не придумываем. И что мы видим? Мы видим, что ось 1,7, асцендент-дисцендент, выходит трин-секстилем на Нептун, который является старшим управителем через Стрельца и к тому же еще управителем 12-го. Управителем 8-го дома он является. И это как раз тот случай, когда мы можем сказать, что да, действительно, эта штука реализовала себя, но это еще не все. Также Юпитер, прямой управитель в данном случае 8-го дома, он выходит трин секстилем на ось 4,10. И если вы будете читать про этот сериал в той же самой Википедии, вы увидите, что очень много людей посмотрело последнюю серию, и сериал вошел в какой-то топ по количеству просмотров. То есть у последней серии был очень большой рейтинг, очень большой. И в общем-то, вот эти вот гармоничные, тригональные все вот эти штуки, они достаточно ярко себя в этом смысле показали. Также, если мы обратим внимание на сигнификаторы другие, тот же самый Сатурн, который является управителем 10-го, он выходит на оппозицию к Хирону, который через Тельца можно его назвать управителем первого дома. То есть у нас, мы понимаем, да, принцип славы в оппозиции к самовыражению. То есть тут должен был быть найден какой-то определенный компромисс между славой и самовыражением. Ну, в остальном ничего сверхъестественного. Можно, конечно, дополнительно еще аспектировать, скажем, куспит 8-го дома. Что у нас здесь получается в данном случае? Мы видим Солнце, которое выходит на секстилем на куспит 8-го и директный куспит 8-го дома. Но здесь уже ничего. Что ж, я предлагаю продвинуться немножко вперед и посмотреть, в связи с чем идею сериала о друзьях решили реанимировать. Вообще это собирались сделать еще в прошлом году, поэтому отмотаем на год назад. Мы понимаем, что дирекция идет 2 года, но будем, в общем-то, анализировать и 20 и 21 год. И что у нас здесь получается? Мы видим примерно ту же самую историю. Сатурн, который является управителем 10-го дома. Дома славы и популярности.
На него квадратом выходит директная ось 1,7. И надо сказать, что там же, ведь у нас Венера стоит на куспиде седьмого дома, Венера управитель первого. То есть, если бы это был человек, можно было бы сказать, что человек сталкивается, причем со славой и популярностью в принудительном формате, в принудительном каком-то ключе. Здесь мы видим квадратуру Венеры и Сатурна. Очень интересно, что у нас вот эта имеющаяся оппозиция Уран и Марс, связанная с территорией, которая, ну, как бы подконтрольна сериалу, да, и принципом самореализации, то есть чем сериал популярен, выходит на ось куспидов 5-11. И это действительно про шоу, именно про развлечения, про дружбу и про некий более выраженный принцип клубности. То есть, если изначально сериал вроде как сам в себе носил принцип клуба, друзей, объединений и так далее, то сейчас его какое-то определенное развитие дополнительно подчеркнуло эту идею. И по большому счету в смысле того, что хотят нам представить сейчас, видимо, как и создатели сериала, так и актеры, это будет вот что-то такое, что призвано объединить людей, которые увлечены этой идеей, увлечены этим мероприятием. И здесь вы можете видеть как раз выход на вот эти вот куспиды. Ну, если мы сдвинем на 2021 год, у нас более активными, более жирными, выраженными становятся вот эти квадратуры. Ну и это уже немножко уезжает вперед. Надо сказать, что далеко не последнюю роль играет во всем этом и финансовая сторона вопроса. Почему? Потому что Солнце мне лично видится в данном случае, если мы говорим про гороскопы фильмов, это главные герои, это ключевые фигуры. И я бы даже, наверное, сказал так, что если брать именно в контексте людей, да, чем они, кто они есть в этом мероприятии, конкретные люди, скорее всего, та же самая Венера — это тот, кто непосредственно владеет самим фильмом или самим сериалом. А главные актеры, центральные как бы фигуры, персонажи, да, это Солнце. И здесь, смотрите, Солнце выходит в шестом доме, в доме функциональной деятельности, труда, рутины, выходит на Меркурий, который является управителем второго дома ресурсов, и управителем шестого. Ну, если мы про работу, то мы, в общем-то, про работу, и вроде как никто не против. Это один момент. И второй момент, тот же самый Меркурий, который снова про финансовую сторону вопроса, но уже директный. Он выходит тринсекстилем на ось 10,4. То есть здесь мы можем наблюдать, что это действительно, скорее всего, принесет какой-то определенный доход. Вот. Трансформативная тема, она здесь тоже прослеживается. Видим Юпитер, который зашел на куспид 8 дома. Вот такая вот интересная история с дирекциями. Но у нас, как вы помните, у нас была оговорена дата 27 мая. Давайте посмотрим, просто ради интереса, что у нас получается по прогностике на 27 мая. Вдруг там что-то будет любопытное. Сам я это не смотрел. Буду смотреть одновременно вместе с вами. Что мы здесь видим?
Мы видим то, что если мы берем вообще 2020 и 2021 год, принцип славы и популярности и той самой идеи того, что друзья, они снова активны, они снова каким-то образом проявлены в жизни, в самовыражении сериала, фильма, если можно так сказать, клубы объединения, да, мы видим, что Уран, он находится в районе асцендента. То есть буквально это можно трактовать как то, что друзья приходят на сериал. Вот такая вот интересная трактовка. И в течение, в принципе, 2000, вот сейчас я буду по месяцам проматывать, вы видите, что в течение 2020 года он не дошел до, планировали сделать раньше сериал, ну точнее говоря, вот это некую форму этого продолжения. Но не сложилось в 2020 году по известным причинам. Однако в 2021 году здесь уже все нормально. Здесь уже Уран заходит в первый дом, и конкретно как раз в апреле мае он проходится точно по асценденту и уходит дальше уже вперед, и в январе 2022 года он там еще есть. То есть я думаю, что по большому счету вплоть до как минимум начала 2022 года вот эти все их встречи, люди, которые заявлены как гости, они будут приходить, и это будет, так сказать, активно, это точно, как минимум до начала следующего года. Вот, но если мы возвращаемся назад на май месяц, то в принципе неудивительно, что про сериал «Друзья» снова вспомнили, потому что учитывая, какая активность сильная имела место быть на границе Козерога и Водолея, я имею в виду Сатурн и Юпитер, для всех людей, у кого МЦ так или иначе вот в этом районе, для них, для всех их самореализация, она, ну, так скажем, в этот период начала играть далеко не последнюю роль. И для всех людей это было очень-очень важно. Именно у кого МЦ вот в этом районе находится. Ну что ж, в принципе, пожалуй, то, что касается самого сериала, я думаю, что тут все понятно. Ну и напоследок я предлагаю рассмотреть совместимость уже непосредственно как конкретного сериала, конкретного проекта, да, с гороскопом Дженнифер Энистон. Я думаю, что дабы сильно не затягивать все это, потом впоследствии, если вам будет интересно, можно будет смотреть и всех остальных героев, потому что действительно они в равной степени, на мой взгляд, сделали этот сериал, и ну, кого-то выделить здесь достаточно сложно было бы, но именно вот то, что касается популярности, может быть, какого-то эквивалента популярности, которую получила Дженнифер от этого сериала, он был очень и очень значителен для нее, как для актрисы. Поэтому предлагаю посмотреть совместимость с сериалом именно ее. Здесь мы, как всегда, можем воспользоваться информацией с Астродатабанка, но у меня вкладка уже открыта. У нас есть индекс 2А, то есть данные достоверно точные. Строим карту. Ну что ж, перед нами
как раз есть карта Дженнифер Энистон. Мы ее построили. Я думаю, что на разборе этой карты мы долго останавливаться не будем. Ну, просто потому что гороскоп человека это отдельная вселенная, ни много ни мало. И нас будет интересовать то, какие конкретно точки в гороскопе актрисы зацепил этот сериал. Начало выпусков, вот, в съемок выпуска серий этого сериала. Итак, ну здесь мы можем использовать его как синастрию. В принципе, зная время, можем проставить и куспиды домов. Самое главное, что здесь наиболее, наверное, примечательно, это то, что дом денег, финансов, ресурсов Дженнифер Энистон, он представлен Скорпионом, Марсом, Плутоном. Обратите внимание, где находится Плутон гороскопа сериала. Он в непосредственной близости от начала Куспида, от Марса, планеты, которая в обители, в общем-то, находится. И мало того, к этому же самому Марсу есть трин Марса в Раке. То есть, в принципе, вся ось 4.10 сериала, она аспектирует доходную планету Дженнифер Энистон. Это весьма и весьма интересно. Дальше, это еще не все. Вы помните, что доходная планета самого сериала это Меркурий. И он является управителем второго дома. И смотрите, где Меркурий сериала находится в этой совместимости. Точно на асценденте. На асценденте актрисы. То есть сказать, что этот сериал был для нее деньгоприносящим, выгодным, ну, это ничего не сказать. Мало кто в этом усомнится, если мы будем верить, так сказать, Википедии, то мы можем прочитать следующее, что в последних 2 сезонах «Друзей» Дженнифер Энистон получала зарплату в $1 миллион за одну серию. И, ну, собственно говоря, ее популярность была столь высока, что ее прическу копировали женщины всего мира. За участие была номинирована на Эмми 5 раз и 1 раз победила. Ну и, в общем-то, туда же Золотой глобус. Вот. Так что я думаю, что это весьма и весьма. Но на самом деле тут тоже это не все. Я думаю, что если мы будем говорить в целом про такие понятия, как слава и популярность, мы увидим, что Уран, который отвечает как раз за дом друзей в сериале «Друзья», и он же является управителем, старшим управителем 10-го дома. Он достаточно близок своей квадратурой, ровно как и ось МС и С, к куспиду первого дома Дженнифер Энистон. На куспиде первого дома Дженнифер Энистон стоит Прозерпина. Тоже, что интересно. Прозерпина, на минуточку, является управителем, как вы думаете, какого дома? 11-го. И, в общем-то, неудивительно, что наибольшую славу этой актрисе принесла работа, принесло самовыражение, связанное именно с таким понятием, как друзья, клубы, объединения, группы и так далее, и так далее. Управитель 11-го на асценденте. И с этим управителем 11-го резонирует, пусть и в дисгармоничном ключе, тот самый Уран, который является управителем 10-го, ну и, собственно говоря,
сама ось 10.4. Я думаю, что вот эта определенная ассоциация с этой героини именно с этим сериалом, она ведь закрепилась за ней достаточно прочно. Ну, не будем это скрывать и умалять. Действительно, когда мы видим Дженнифер Энистон, мы сразу вспоминаем в первую очередь про сериал «Друзья». Несмотря на то, что она, в общем-то, ну, много где снималась-то на самом деле, после уже этого сериала. Но, тем не менее, в первую очередь сериал «Друзья». И это действительно так. И вот этот формат некой такой принудительной славы и популярности, которая определена вот такой вот комбинацией, он очень и очень показателен. Да, надо сказать, что Луна, которая является управителем 10-го Дженнифер Энистон, она тут тоже, как ни крути, себя проявляет все-таки. Если мы минорный аспект возьмем, то там у нас есть полусекстиль к Урану и Квиканс. Ну, если мы возьмем целую ось, да, у нас с одной стороны полусекстиль, с другой стороны Квиканс на тот самый Марс там и Куспид 4. Ну и, собственно, к самой Луне, опять же, к той планете, которая для нее слава, популярность, к ней делает аспект Меркурий. Меркурий управитель второго самого шоу. Вот. Я думаю, что эти комбинации, они весьма и весьма примечательны. И быть может в дальнейшем, если у вас будет необходимость подбирать совместимость кого бы то ни было с каким-то мероприятием, может быть с каким-то шоу, может быть с каким-то фильмом, вам именно вот это сочетание пригодится. Честно скажу, я не углублялся в него, я просто среагировал на появившуюся новость, но если копнуть поглубже и опять же изучить других актеров, то я думаю, здесь можно найти много интересного. Вот. Поэтому давайте обратную связь. Будем вместе разбираться, в том числе над тем, где какая планета за что может отвечать, какое положение. Я думаю, что здесь перспективы для исследования есть. Сериал действительно был культовый. Он очень сильно повлиял на, так скажем, поп-культуру начала 2000-х. Ну что ж, надеюсь, вам было интересно. На этом, пожалуй, все. Пока.